редкий церебральный паралич, атоническая форма. Ну вот с Дашей у нас уже ДЦП поставили 3 месяца. Сейчас ей уже 13 лет. С 3 месяцев мы ездили. Были в Астрахани на лечении. В Москве пару раз были. Потом в Ярославле, в Польше. 4 раза были в Урумчах, в Китае. И 1 раз в Юньчэн. Это провинция Шанси, тоже Китай. Ну, в данный момент состояние Даши вот до сих пор она у нас не сидит, голову не держит. И вот мы вот приехали к Николаю Борисовичу. Николай Борисович Никонов – дипломированный врач-миолог. Доктор Никонов восстанавливает движение мышц у недоношенных детей и детей с ДЦП. Ну, давайте представьте нам. Ну, это Даша, ей сейчас 13 лет. Она у нас не сидит, голову не держит. Диагноз ДЦП, астоническая Двойная гемиплегия. Двойная гемиплегия, эписиндром у нее. Симптоматическая эпилепсия. Симптоматическая эпилепсия у нее. Это нужно, ну, хотя бы полгодика, годик. Он начнет выпрямляться. Сначала вот эти мышцы должны нормально себя вести, да, и вот эти вот здесь, вот эти вот, которые мы будем еще делать, там шею и воротниковую зону, но не в этом положении. В этом положении мы делаем вот тот, нет, позвоночник мы вообще не делаем. Человек мышца стоит, позвоночник это так, вот к нему крепятся вот эти мышцы, или крепятся, или рядом проходят, они его держат. А внутри позвоночника проходит спинной мозг. То есть позвоночник нужен для того, чтобы защитить спинной мозг. Все, только для этого, все, больше ни для чего. Он не является опорой для человека. То есть, если мы берем мышцы, то все позвонки вот так грудкой вот и упадут. Они не будут, как вот в фильме «Скелет» ходит. Скелет там они или приклеены, или привязаны. А почему тут так держится? Потому что каждый позвонок держит мышца. Вот раз морским узлом завязала, только она не морским узлом завязывается, она крепится, сухожилиями крепится. И получается, иногда бывает сухожилие длиннее, чем сама мышца. И очень крепко вот держит. То есть эта мышца держит вот этот вот позвонок. Мышцы же держат и кости на ногах между собой, да, неважно там сустав, не сустав. Если бы его опять убрали, сустав бы вылетел просто-напросто. То есть мышца держит там внутри все. То есть мы состоим из мышц. Проблема-то у Даши с мышцами. Эментический массаж – это уникальная система восстановления человека без лекарств, разработанная доктором Никоновым. Мой метод основан на выполнении 3 обязательных условий: растяжение, фиксация, выдавливание. Начинаем с того, что фиксируем ножки. Так, давайте потихонечку фиксируем ножки. Я удаляю из мышечных клеток излишек белка, мешающий клеткам удлиняться. Чтобы сделать это, мышцу нужно растянуть и зафиксировать в определенном положении. Видишь, вот смотри, видишь? То есть у меня и пальцы идут, и все. Это мы подготовили, да, ее. Потом берем и начинаем. Вот именно. Значит, это мы должны делать именно вот в этом положении, на спине. Когда она лежит на спине. Конечно, идеально, если вот это вот еще зафиксировать, тогда у нас и там бы работать. Но дело в том, что стопы можно работать, когда она лежит, отдыхает, там что-то другое делает и все такое прочее. Но она положила там на спину и начинаем делать. Убирайте руку, раз. Убирайте руку. 2. Смотрите, значит, это хорошо, потому что сейчас ошибка в чем заключается. То есть руку нужно убирать вот так. Видишь? Дальше смотри, видишь, чтобы рука на руке не лежала, одна рука будет ниже, другая рука будет чуть-чуть выше. Только смотрим, чтобы у нас вот это наоборот, вот это должно быть ниже, а вот это вот чуть выше. Посмотрите, как она. Смотри, вот разница вот с этой стороны, да, и вот с этой стороны. Вот, чувствуешь, где? Тут жестче там. Вот жестче, да. Вот здесь, посмотри, как позвонок пошел.
Вот он до сюда он идет ровно. Ага. То есть вот он идет. А дальше что происходит с ним? Туда как будто. Вот, тут, вот туда. То есть в этом месте мышца его вытолкнула туда. А почему он тогда жестче здесь? А он же надавил, она же сопротивляется. Понимаешь, если бы она была мягкая, он вообще сюда ушел и переломился бы. Она должна его беречь. Поэтому вот эта мышца жесткая вот с этой стороны, она его бережет. Вот дальше с одной стороны мышца может растянуться. То есть вот видно промежуток. Вот я палец засовываю, вот ребро заканчивается. Вот здесь. И вот он промежуточек. А вот с этой стороны ребро вот заканчивается здесь. И сразу начинается костик крестца. То есть нет промежутка. Здесь мышца не растягивается, а здесь растягивается. Так зафиксируем и будем работать. Вот сегодня 4-я процедура. И вот позвоночник. Вот он. И он стал ближе к центру. Вот сюда, вот центр, вот он должен быть где, а он находится вот на каком расстоянии. То есть вот тут должен быть, вот здесь вот он находится сейчас. А находился вот здесь, то есть он потихонечку сдвигается. То есть вот эти наши процедуры, которые мы делаем, мышцы начали потихонечку двигаться. Нам ортопеды в Астане сказали, что ей надо срочно делать операцию для выпрямления позвонка. Ну, прям как бы какие-то там железные эти вкручивать. Ну, нет, это понятно. Нет, самое главное, что операция, что позвонок не может уйти на место. Он уже сейчас у нас идет, то есть где-то на сантиметр он ушел. Это на 4-й процедуре, и вот видно, как она улеглась. Причем вот покажете, что вот в эту сторону она голову вообще не она дремлет. То есть мы ее растянули, сделали определенную там фиксацию, определенные массажные движения сделали. И вот она у нас вытянулась, и позвоночник идет на свое место потихонечку. Я о чем и говорю, что если мышечный тонус, не тонус, а вот отек, который я говорю, что его убрать, то позвонок сам сюда встанет. Потому что не позвонок искривляется, а мышцы искривляют. То есть вот эта вот мышца, вот эта, она вытолкнула позвонок сюда, и вот получается искривление позвоночника. Везде он получается. А вот сейчас мы потихонечку выпрямляемся. Провинция Шанси. Там даже почти 2,5 месяца было. И вот за 2,5 месяца мы не получили того результата, который мы сейчас вот видим за 7 процедур у Николая Борисовича. Вот. Ну, то есть методика моя отличается, да? Методика очень-очень сильно отличается. Не такие массажи никогда не делали, такие упражнения. У нас практически не назовешь массажем-то, правильно? Да. То есть и у нас нет ни поглаживания, ни растирания, ни разминания, ни той гимнастики, которая есть. Все специфическое. Совсем А помните, по-другому. вот так вот мы на первом занятии как-то делали, вот так раз, и она руку уводила. Помните, я говорил, что какая-то волшебная... Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас сейчас. Что сейчас получится. Она уже почти не уводит. Не уводит руку. Да. И помните, У нее мышцы растянулись. Когда мы вот так и раньше делали, у нее она не давала нам. А сейчас спокойно вот дает. Да. И руки-то Да, вон вот. вижу, И что... когда мы вот так делаем, она всегда старается, чтобы на эту сторону, да, уйти. потому что ей удобно. А теперь она в другую, вот Да, она сейчас лежит просто. Она сейчас спокойно Дашулька, лежит уже. ты звезда вообще. Вообще Она же топ-модель будет. Вот она скоро полностью выпрямится и будет моделью. Ага. Ну вот пока мы делали 6 процедур, да, у нас получалось, не было ни одного приступа, правильно? Ни разу не было. Да, делали очень мощно, да, очень такие были. Хотя нам все время врачи в Казахстане говорили, что с ней сильно работать нельзя, очень опасно, потому что у нее могут быть постоянно приступы, и это очень опасно для ребенка. И часто мы почти ничего толком не делали. Вот 6-7 процедур мы прошли у Николая Борисовича. Во-первых, никаких приступов у нас этого ни разу не было. Во-вторых, ребенок стал лучше удерживать голову,
когда она какие-то упражнения, когда делаем, мы уже заметили, что она стала голову лучше удерживать. Во-вторых, у нас вот нога, можно сказать, полностью выпрямилась. Когда мы дома занимаемся с ней, да, даже одеваем эти ортез, через минуты 5 нога опять становится в такое положение, и ребенок, когда лежит, она в основном вот так лежит. Вот после 7 процедур у нас нога полностью уже почти выпрямляется. И когда мы делали раньше вот эти упражнения, мы вот так надавливали сильно-сильно. Сейчас мы вот спокойно, вот, она спокойно дает эту ногу выпрямить. Это через 7 процедур, которые мы были у Николая Борисовича. Давай-ка еще сделать. Мы только что закончили процедуру делать. Давай, такой же. Поднимай головку. Вот она держит головку. И так О, держит, опускается. молодец, Вот, молодец. молодец. Вот, умница. Ой, молодец. Вот умница, умничка. вот умница. Вот что и хотелось прям достичь. Хотя бы вот за эти процессы, За это столько. время. А вы не зря приехали, вы научились сами-то делать? Да, конечно, я Вот. научилась, конечно, очень сложно, но стараюсь. Научилась я сама и буду Очень надеяться. Очень так сложно, не боги горшки обжигают. Да. Всё Я возможно. не бог. Возможно. Давай, такой же. За все возможно. Потихоньку, Молодец. она. потихоньку навык, Тянет. потихоньку будет навык нарабатываться. Самое главное, я просто, когда приехала сюда, постоянно, когда я обращалась к врачам, приезжала хоть в Китай, хоть везде, в России, везде, мне всегда говорили, что я уже поздно обращаюсь. Постоянно говорят, поздно, ребенок вырос, вы уже не сможете ее поднять на ноги. А вот Николай Борисович просто... Она целый день переживала. Чего вы мне рассказывали про экстрасенса? Что-то вы мне... Я говорю, хотела, у меня были такие мысли, обратиться к экстрасенсу, чтобы она нашла мне стоящего того врача, который действительно бы сказал, этот ребенок пойдет. Потому что, обращаясь к врачам, вот вы сами видите состояние ребенка, все врачи мне говорят, уже Молодец, поздно, молодец, ребенок вот, не класс. встанет и не пойдет. Но сейчас, в данный момент, Николай Борисович мне сказал, никогда не поздно, и возможно, все возможно, если выполнять все эти процедуры, которые он нам показал, научил нас здесь. И мы надеемся, что Даша у нас не только там сядет и пойдет, и бегать будет. Безнадеемся, вся это пойдет.